Друзья, всем привет! Вы на неравнодушном канале. Вы нас просили, и мы это сделали. Продолжение фильма про девочку Еву. Год назад мы рассказывали вам историю сироты, которая после смерти приемной мамы попала в детский дом инвалидов. За год нахождения в этом заведении Ева изменилась до неузнаваемости. Наша команда очень долго искала приемных родителей для Евы, и мы их нашли. И вот уже целый год Ева живет в семье. И сегодня мы приехали в Крым к ним в гости. Мы посмотрим, как живет эта семья и как изменилась за год наша прекрасная Евочка. Пойдемте. Мои чувства – фильм ужасов. За год превратить ребенка в маленькое животное, которое боится всего. Не бойся, Ева. Давай. Уколы делай. Приемная мама Евы умирает, и ребенок попадает не в обычный детский дом, а в специализированный дом инвалидов. Ее бросили. Ой, бедный ребенок, Господи помилуй. Так, Ева, спокойно. Мусор. общества. Мы же туда к вам не заходим, если бы мы на территорию, мы же снимаем здесь, мы рассказываем, где она жила. И за этот год она деградировала. А что там могло такое происходить? Мне кажется, она бы могла многого получить вот в том, если бы она не попала туда, вот в ту жизнь. Девочка, улыбнись. Ну что, друзья, заходим к Еве и ее семье. Смотрите, какую мы ей подругу нашли, классную. Сейчас будем дарить. Ну что, пошли. Тук-тук-тук! Слушайте, вот они все нас ждут. Привет, 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 дорогие, все в сборе. Как я вас рада видеть. Мои хорошие. Детки, посмотрите, мы вот эту куклу привезли для нашей Евочки, для нашей маленькой Евочки. Ева, это тебе твоя, это подруга, которая будет всегда с тобой. Она будет тебя обнимать, любить, лечить. И всегда, и ты будешь с ней спать, хорошо положишь где-нибудь рядом на своей кроватке, и она будет тебя всегда согревать. Ты рада? Да. Ну ладно, моя дорогая. Давай, ты моя хорошая. Так, ребятишки, сейчас там еще фрукты. Держите, это родителям. Спасибо. Так, и не рассказал. Это мы поменялся с вами. Давай поменяться. Тебе это даешь, а ты мне это. Давай. Я вот тобой такой, видишь какой? Наташ, помните ту фотографию, которую мы увидели, когда она была в доме инвалидов? Вот эта вот лысая голова, Да. вот это оттопыренное ухо. И помните, когда мы разговаривали с вами, вы сказали, у нее будут длинные волосы. Пока, конечно, не длинные. Не длинные. Ева, мы сейчас тебе будем заплетать. Так, давай, мы тебе сейчас заплетем косу. Как она ухаживает за волосами? Ухаживает или нет? Да. С трудом? Ну как, расчесывается сама. Расчесывается, Да, да? пытается заплести себе хвостик. Так. Завязать криво, конечно, коса. Сама, но да? делает, да. Ага. Моем голову, ну, естественно, я ей перемываю, но все равно моет сама. Угу. То есть все делает сама. Волосы у нее такие жесткие, да? Они не густые. Густые, да. Я думаю, Так. когда они отрастут, будет хорошая коса. Угу. Но вы решили, не будете постригать ее, да? Нет, ну девочки должны быть с волосами. Плюс летом жарко, а убранные, ну хотя бы вот, чтобы по плечики были. Ев, ты хочешь длинные волосы? Хочешь? Помнишь, она нам с тобой в автобусе сказала, когда мы вышли, волосы отрастила, сказала, не надо. Не надо, да. То есть она... Там же всем, я так понимаю, в доме инвалидов всем обстригали, там же все с короткими стрижками, да? Во-первых, проще. Проще. Не надо ухаживать, Да. не надо сушить, не надо расчесывать, потому что расчесываться ей вообще сначала не нравилось. Наташ, Лёнь, я помню, когда в прошлом году мы с вами говорили, вы сказали, ну пока, грубо говоря, там к ребенку нет никаких чувств. Мы взяли ее в семью. То есть вот сейчас за год что-то изменилось Конечно, между, это полностью наш ребенок. между вами? Это наш ребенок, естественно, это наш ребенок.
Со своими проблемами, со своими тараканами. Ну, это исключительно наш ребенок. И в обиду ее никому не дадим. Так же, как и других детей. Ева, мы с тобой в прошлом году расстались на том, что ты мне тоже рассказывала про животных, да? Ты помнишь? Помню. А ты меня помнишь? Да. Помнишь, что меня Галя зовут? Да. Ну вот, здорово. Ева, так, у тебя, я так понимаю, какие-то новые животные. Кто это? Рассказывай, это кто? Бык. Бык. Правильно, откладываем. Это кто? Жираф. Жираф. Правильно. Это кто? Лев. Лев. Так. А это кто? Ирма. Кто это? Собака. Ева, ты умеешь читать? Умеешь. Умеешь? А если я тебя попрошу прочитать какую-нибудь книжку, сможешь прочитать? Сможешь. А у тебя какая любимая книга есть, которую ты читаешь? Есть. Какая? Колобка. Что за год? Какие изменения? Ребят, рассказывайте. Да Насколько он был сложным для вас? Да, обычно. Привычным. Наташа, вот вы меня поражаете обычным. Ну как может быть обычным? Да, обычный год с обычной жизнью, с обычными какими-то проблемами, с обычными делами. Ну, в общем, все как всегда. Было бы удивительно, если было бы все спокойно и ровно. То есть все время что-то происходит. Особенно, да. когда дома спокойно и ровно, надо задуматься. Значит, что-то не так, да? Что-то не так, да. Да. Понятно. Ребят, вот появилась Ева в семье, да? Какие были трудности с ней? Да, трудностей как таковых не было. Хотелось убрать вот этот момент, когда она себя била, дубасила, когда она реагировала на громкие шумы. Спокойно. Цветом шарик. Розовый шарик, Ева. Спокойно. Водичка. Водичка. Обычная водичка. Вот и все практически. Ой, бедный ребенок, господи помилуй. Так, Да. Ева, Это спокойно. получается сейчас вот Спокойно. она своем, потому что у нее было чуть-чуть. А сейчас я смотрю, прям Не, я спокойно. зашла, у нее сразу было чуть-чуть красненько. Сейчас они там уже Да? внутри. Она, видно, где-то сидела с вами. Пошло, да, у нее? Спокойно. Все? Моргали, наверное, Другое нормальное ухо? Нет, то нормально. Она почему-то сегодня только вот именно... Все. Она начала вливаться в То есть стало поспокойнее, правильно? Гораздо спокойнее, Поспокойнее. гораздо. Ну, мы поменяли, во-первых, у нас что психиатра хорошего, мы поменяли полностью лечение. Мы убрали все то лечение, которое было у Евы. Сейчас у нее один единственный препарат, но в минимальной дозе, который именно вот он корректирует. Он не давит ее, Да. Он не мешает ей развиваться, он ее корректирует. Как врач сказал, ждать от нее золотой медали или вообще каких-то огромных сдвигов в учебе нет смысла. То есть за тот год, который она провела в интернате, Да. плюс в больнице, Какие навыки? То есть вот чему за год она научилась? Чему научилась? моет посуду, стирает. Этого ничего не могла делать. Я вам не могу сказать, потому что она очень хорошо ищет, как удобно. Так. Я думала, что ребенок не умеет мыться. Ребенок умеет мыться. Самостоятельно. Самостоятельно. Ну, голову тяжеловато, естественно. Да. А я думала, что она вообще этого не умеет. Что она не знает, как брать мочалку или чего-то. И ручки мы мыли вот так вот. Мы все это умеем. Так. Только если не заставлять, мы делать этого не будем. Естественно, это происходит как бы заставлять. Сейчас она это делает уже как бы на автомате. Она знает, что это нужно делать, и это на автоматизме. Стирает за собой свое нижнее белье. У меня девочки всех и мальчики. Я всех приучаю, чтобы они умели стирать. Она моет за собой тарелку. Да, еще, конечно, это за собой только, но, по крайней мере, это уже большой прогресс, что мы можем убрать за собой стол. И я вижу, что вот она, смотрите, вот она сидит, занимается. Да, когда я сижу, мы на семейном обучении. Вот хотела сейчас она как раз сидит вопрос со мной, занимается, она читает, пишет. Счет, конечно, ей тяжеловато, но инструкцию она выполняет полностью. А что там с Колобком случилось? Съели. Кто его съел? Тигр. Тигр съел? Да. Или лиса? Лиса съела. Ну вот, лиса съела. Ев, а ты любишь учиться? Любишь. А что ты любишь учить? Урок. Уроки? Да. А какие уроки ты делаешь?
Русский язык. А еще? Математика. Ты до скольки умеешь считать? Можешь посчитать? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, Правильно, давай еще дальше. 6. 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Мгм. Давай Можно? дальше. Ева, давай дальше. 11, 11, 12. 12, Дальше. 13, Дальше. 14, Правильно. 15, Так. 16, 16, 17. 17, Дальше. 18, Еще. 19, 20. Молодец. У нее есть осознание, что она читает? То есть есть понимание того, что она читает? Или нет, наверное, да? То есть это автоматически, да, Вот повторяет? всему, чему она научилась, вот она вот спокойно прочитает, а пересказать она не перескажет. Не пересказ. Смысл она не передаст. Интеллект у него, конечно, интеллект у нее упал. С вами сейчас тоже Что поговорят. будет дальше, конечно, сказать сложно. Но самостоятельно я сомневаюсь, что она сможет. Самостоятельно не сможет, да? То есть Нет. в школу вы ее пока В школу мы коррекционно... не дадим. Начнем с того, что... Это одна проблема, Да. с которой мы здесь столкнулись. Это школа. Хоть она рядом и удобна для детей, да, то есть они Возьми, сами могут. пожалуйста, Меня Егорку. абсолютно не устраивает ни Поиграйте. директор школы, ни педагогический коллектив, и они не потянут таких детей. У них нет специалистов. Это будет просто хождение и высиживание время, которое можно потратить с пользой. По сути, я так понимаю, Еве нужен индивидуальный подход, правильно? Нужна определенная программа. И определенная Её нужно программа. заставлять. Не рука в руке, Наташ, подвинь ее, поставь на угол. не рука в руке, не сделать за нее, чтобы вот посмотрите, якобы это она. Пускай она сделает коряво, плохо, с ошибками, но это сделает она. И она должна сделать это, Да, правильно? то есть если нужно прочитать этот отрывок, она его должна прочитать. Если нужно написать, она должна написать. Пускай это будет совершенно неправильно. Пускай это будет совершенно не так, как должно быть, но это сама. Иди. Как у нее взаимоотношения с детьми складываются? Мы танцуем, пляшем, Лучше, играем. гораздо Да, лучше. да. Стало легче или стало сложнее? Вот сейчас вы видите уже, видите По все прошествии её вот этого грани, года да. легче. Изначально то, что было, мы не знали ребенка. А сейчас мы знаем ее со всех сторон. Мы знаем, что Гораздо ожидать, легче. какие моменты, что, чего, почему. Она к нам привыкла, она уже даже понимает Да. взгляд. Упаси Боже, куда-то, если мы увидели, пошли у нее руки, одним взглядом она сразу убирает. Кто тебя угостил? Соня, Соня. на Волгу едем. Нет, не на Волгу. Поедем ближе к морю. На море будешь купаться. Будешь, сейчас оно прогреется и будешь купаться. Боишься моря. Не бойся, там здорово. Стало меньше качаться. Вот у нее было вот это вот качание постоянно. Стало меньше, потому что постоянно ее все вот... Она Ева, у нас перестань, Ева. выбила дверь. Она, да, и это было как Она, раз... скажем так, китайская, металлическая, которая закрывает что-то типа Сарай. сарая. Где стоит генератор, она головой ее выбила. Да. В обратную сторону. Да. Я ее сейчас Рванула. поменял, ее не видно. Я вот ее Лёня поменял на меняет прошлой дверь. неделе. Подождите, а что с ней было такое? Это просто Ну вот как истерика раз это была? вот, да, вот когда еще не поменяли препараты, вот эти вот ее истерики, что-то было громко на улице. Или что-то мог дети ей не пролететь дали. самолет. В общем, что-то это спровоцировало, она выбила в обратную сторону эту дверь, Леня меня... Причем она не один раз ее била. Она ее сначала погнула, потом она еще раз ударила. И в один прекрасный момент она ее открыла в обратную сторону. Факт в том, что она видит, что Леня меняет дверь, она к ней подходит, о, дверь новая, надо папе выписать грамоту. Да, я говорю, Елисей говорит, папа, она тебе грамоту хочет выписать. Я говорю, за что? Он говорит, не знаю. Какая Он ее спрашивает, Ева, за что? И тут до меня доходит. Я говорю, наверное, грамоту за то, что хороший аниматор. Новая дверь, новые приключения. Давай ты покажешь, где ты живешь. Так, где ты спишь, Ева? Кто еще рядом тут живет? Вот здесь кто живет? Люба. Так, а здесь кто спит? Ульяна. А здесь кто? Лиза. У нас же была еще проблема, она ковыряла пальцем одним, ковыряла все. Вот еще не убрано. Вот она расковыряла стену здесь. Да, у нас сейчас Она палец расковыряла вот слава. этот бетон, вот то, что вот его здесь нету, это она в прошлом году все расковыряла одним пальцем. У То есть нее не сейчас было и ногтя. палец лучше. Она его стерла, она все ковыряла. Она даже через носок умудрялась это делать. Сейчас вы посмотрите на ее руки.
Да, все, Все нормально, хорошо. мы перестали ковырять. Так, давай, Сонь, давай Ева расскажет у нас, да? Кто здесь живет, Ев? Новости. Так, а здесь? Таня. Так, все правильно, а здесь кто живет? Таня. Так, Тоже Таня. тоже Таня, а здесь кто? Настя. Настя. Ну все. Соня подсказывает, конечно, да? Так, а что здесь у вас? Вы здесь играете? Да. Как она ночью спит? Как ночи проходят у вас? Сейчас Сейчас, спит. да, сейчас спит. До этого... Ходила? Нет, она могла, могла ходить, могла лежать. Ну, в общем, сна... В принципе, возможно, и истерики были из-за того, что она не высыпалась. Она вот. стучала по батарее, у нее кровать стоит около батареи, она стучала по трубе ночью. Вот, дети жаловались, что она стучит. Сейчас все. Она ложится, она засыпает, она спит. Ночь. С утра она просыпается спокойно. И весь день как бы у нас проходит, в принципе, в спокойном режиме. Возможно, на нее очень повлияла вот смена обстановки. Да. Она очень долго Конечно. вспоминала интернат, что ее там обижали дети. Почему-то она рассказывала. Ну, дети там были тоже да, с диагнозом, да, были да. тяжелые дети. Здесь она поняла, что, в принципе, ее никто из детей не трогает. Начала с ними общаться Да. больше. Они даже вот из погоды на улице какая-то плохая, они находятся дома, они все вместе. Раньше она была в стороне, сейчас она с ними. Она начала плясать с ним. Смеется Она- с ними. Да, она смеется. То есть она становится ребенком, у которого вот именно радости жизни, как у Я детей. вижу уже. Варя, ты чего там одна? Уши греет. Ребят, а какая-то реабилитация еще нужна Еве? То есть нужно что-то дополнительно? Не знаю, может быть, какая-то специальная программа, какой-то санаторий или, может быть, отдельно какие-то... Ну, в санаторий ее еще рано отправлять, Рано, это да? однозначно, да. Вот что-то нужно, чтобы скорректировать ее поведение еще дополнительно? Нет, пока только работу вот с психиатром, смотреть, как она идет на этом препарате. Это не быстрый срок, потому что я не могу сказать, какой был ребенок, но вот по рассказам она И была... то, что было у нас в видео, то, что Да, мы видели по она видео. была хорошим ребенком, обычным ребенком. То, что сделали с ней за год, ну, Все мы видели. да. И хотя бы вернуть ее приближенно к тому состоянию, чтобы она адекватно реагировала на все, для этого нужно время. Это... И когда вот, никто не может сказать. Сейчас вот хорошо она идет на препарате. Замечательно. Поставь ей, Самое главное- пожалуйста, еще раз. Самое главное, чтобы она дальше на нем шла хорошо. Отправлять ее сейчас куда-то в Это санаторий, очередной неизвестно, что как получится. Это очередной стресс. Это получается, что ее опять вырвали из той семьи, из того круга, в котором ей комфортно стало. Причем она начала слушать, она начала прислушиваться. И вырывать ее опять куда-то, это может спровоцировать. Конечно. Что здесь у вас? Расскажи. Что здесь происходит? Кухня. Ева, а где ты занимаешься? Скажи. А я тут заниматься. Вот здесь, да? Да. Да? Тебе нравится заниматься Нравится. уроками? Да. Хорошо. Я так думаю, что слово «мама» и «папа» стало для нее не просто именно нарицательным. А раньше не было ни папы, ни мамы, было дядя Леня, тетя Наташа. А, да, вот Да. она сейчас Да, мама. сейчас мама. А сейчас мама, папа. Любишь персики? Да. А яблоки? Тоже. Тоже? А клубнику, Ев, Любишь. любишь? Так, что еще? Арбузы. Ела арбуз? Ев? Нет. Нет? А дыню? Тоже нет. Так, это что? Это 32 литра. Мы ее сейчас реже достаем. Мы сейчас вот эту варим. Наташа. Вот эту варим. Так, это что у вас здесь борщ варит? Вот здесь, Там все. борщ, щи. Ага. Небольшенькая такая кастрюля. Сколько продуктов? Вот, ну, на 15 человек, правильно? Да. Вот Ну Да, почему? еще Нет, где взрослые. 15? Это детей 15. Да. Это вместе с Настей. Так тут еще трое взрослых. Да. Того 18 человек дома 18 живет. Ну вот этой кастрюли хватает на 2 дня супа. Ну каждый день варить, а ты с ума сойдешь. Ну да. Ну, сейчас будет хватать чуть меньше, потому что школа пока. Да, да. А Даже еще школа. это же какие должны быть заготовки продуктов? У нас нет заготовок продуктов. Ну как? Ну, вы представляете, что, не знаю, там, ну, например, бутерброды с сыром. Это надо там
Я Ну каждый вот они день с в утра магазин кашу, когда мотаюсь. готовят, они берут Редкий. и Ну, я в намазывают, магазин пока езжу каша каждый настаивается. день. Так. Редко, когда раз в 2 дня. Но обычно каждый день. Ну, съели, купили. И все, да? Съели, купили, все просто. Да. Вот такие Нет, ну а кастрюльки. смысл? Мы закупаем хранить. только большим количеством, если Вот только... А многие подписчики спрашивают, вы здорово рассказали про Еву, но мы ничего не знаем об этой семье. Как они решили стать приемными родителями? Почему у них так много детей? Когда они всем этим начали заниматься? Вообще, что, в общем, вопрос такой, что вас привело к приемному родительству и почему вы пошли по этому пути? И когда это произошло? 10 лет назад. 10 лет назад. Да, пошел 11-й год, пойдет. У вас что, у вас были свои дети? У нас был один Елисей. Елисей. Ему на тот момент было 3 года. Так. Вот, и он был очень гиперактивный, шебутной, за ним был глаз да глаз. И мы решили, глядя на тещу, у нее были как раз на тот момент тоже приемные Так, дети. минуточку. То есть у мамы, Наташа, у вас у мамы... Да, но она уже занимается воспитанием 18 лет. А больше, наверное. 2, кстати. Тебе 18, 20 лет. Это я вру, 20. 2 года украла, 20 лет, да. Так, Наташа, то есть вы уже я росла выросли уже, в семье да. Она с да. приемными детьми. Вот как. Вот откуда ноги. Плюс я работала в детском доме, в доме малютки в городе Владимире. Вот как интересно все складывается. Так, ну это понятно. Но не всегда люди, которые работают в детских домах, берут... Нет, я вообще в свое время сказала, что у меня никогда не будут приемные дети. Так. И ни при каких обстоятельствах, когда меня родители оставили с детьми на 3 суток. Понятно. Был получен стресс тоже, да? Да. Мне на тот момент, наверное, было лет 19-20. Я осталась одна с детьми, родители уехали отдохнуть. После их неприезда я сказала, все, баста. Всё. Посидеть посижу, своих никогда. Ну, так как я сказала никогда, Это ключевой был да, в момент. принципе, я и про Крым сказала, что я никогда сюда не перееду. Да. Поэтому мы здесь живем. То есть вы встретились сколько лет назад? У вас же первый брак, правильно? То есть вы... Нет, у нас у каждого Нет? второй. А, у вас... Вот, расскажите, потому что... Встретились мы достаточно давно. Очень давно. 14 лет назад. У нас родился Елисей, мы были не женаты. Каждый имеет по браку за плечами, по, скажем так, по неудачному браку. Но для опыта и жизненных ценностей, видимо, нужен был этот путь. И, в принципе, наверное, наша встреча была не случайна. То есть вам сколько лет было тогда? Поскольку? Но мне было 30. А, ну уже... Расписались. Но у нас уже был Елисей, ему было на тот момент 3 года. Практически 3, около 3. Мы расписались, обвенчались. Ребят, ну все же нормально. Да. Вы родился ребенок, все хорошо. Но ребенок родился, я еще был в отношениях, я еще был не разведен. Вот, это длилось очень долго. Вот. Но мы и не собирались, в принципе, сходиться. Я не собиралась 2 раз замуж, я там уже была. Как-то, получилось и получилось. Все устраивало. А свободная жизнь, хорошая зарплата, у меня была отличная зарплата. Я могла себе позволить, и себе, и ребенку позволить все, что угодно. В принципе, нам не надо было ничего. Мы за границу ездили отдыхать. Но мы решили попробовать. И мы попробовали. Теперь у вас сколько детей? Приемных 11. Приемных один. А так 14. Из своих Трое. да? Ну, вот я все вас к этому моменту... С момента, когда... Да, что... 2 максимум, 3 приемных. Нет, Мы откуда, думали. подождите, откуда вообще эта мысль? Ну, понятно, Наташа смотрела на маму. Нет, она не смотрела на маму, у мамы были другие дети. Я не смотрела, но почему-то вот... Мы решили взять именно двунят. Да. Парочку двунят, потому что мы знали, что таких детей никто не Не берет. берет, их не возьмут, тем более на тот момент мы жили во Владимире, и как бы эти дети от них почему-то все шугались, ставили на них крест. Мы просто хотели взять вот 2, просто максимум 3 детей. Именно двунят. Да, синдром Дауна. Мы пошли, отучили в школе приемных родителей, взяли направление и начали смотреть. Кататься по ближайшим районам. Это была Москва, это был Нижний Новгород. Ну и пока мы ездили, смотрели, в итоге мы привезли 4. За один, можно вот так, Я приезд. просто могу сказать, как Мы можно выбрали. вот
даже открывая базу детей-сирот, когда ты их смотришь и ты едешь знакомиться, ну, честно, вот по себе, ну, я бы всех забрала. Первая у нас была Лиза. На Лизу Леня вообще очень долго думал. Лиза, это был такой ящик Пандоры. У нее очень много чего было. Девочка с синдромом Дауна. Да, Синдром там был Дауна, огромный список диагнозов. Она не ходила на горшок. Она самостоятельно не ела. Ее кормили из бутылки. Ей было 3 года. Она не одевалась, ничего, не обслуживалась вообще никак. И нам сказали одно. Скажем так, Аллергия была на все. На собак, на кошек, на молоко, на все продукты. практически на все. Ее вот куда положишь, она... А у нас собаки, кошки, это все равно всегда было. Ну, конечно. Вот, думали, Тогда- я говорю, Это был первый и единственный ребенок, на котором реально он думал 2 недели. Там же дается 2 недели. я думал долго. Я говорил, Наташа, ну тяжело. И когда я ходила... Я в первую неделю я вообще молчала. Я не трогала его, я молчала. А потом подошла и говорю, ну, время... Что? Да. Он такой, нет. Я говорю, ну, ты понимаешь, что она там не выживет? Я говорю, в смысле нет? Он такой, ну, если ты хочешь, то берешь под свою ответственность. Я говорю, это будет Взваливаешь тяжело. на себя. А ребенок не ходит ни на горшок, ничего, и научить ему будет невозможно. Вот, это было, да. Ну, в итоге мы поехали, ее забрали. Первую. Сколько ей сейчас лет уже? Ей вот в этом году 14 лет. Лиза, иди сюда. Вот она была первая самая. Вот, это тот ребенок, который, да, не умел не жевать, ничего вообще не умел. Папа. Тоже Лиза на домашнем обучении, да? Да. Они втроем все. Как она по характеру вообще? Ну, это вот как раз она. Характер Если у я... нее такой более, знаете, такой покладистый, можно так сказать. Спокойная девочка, да? Да. Как мы если говорим, она меньше Сонь, тараканов. перестань, ты очень плохо себя Меньше ведешь. тараканов в голове. Вот у нее это вот. Ну, если она решила, что она никого не видит и никого не слышит, значит, она никого не видит и никого не слышит. Но она все понимает. Да? Она все прекрасно понимает. И все умеет. Но лентяйка. Все понимает. Да, ты лентяйка. А Сережка, вот он помощник. Но Сережа очень, мне кажется, он такой добрый. Вот принц меня ведет. Усаживай. Куда ты меня усаживаешь? Ой, ты такой заботливый, Сережа, ты такой заботливый. Я прям не могу. О, вот это да. Вот это признание, Ой, ну ребята. всё, Вот это признание. Ох, ну все, ребята, это любовь. Сережа, спасибо. Ты настоящий мужчина. Сереж, мне очень приятно. Ты большой молодец. Сереж, спасибо тебе. Спасибо. Сережку мы когда брали, вот из всех двунят, он был более такой, как это сказать у нас? Им занимались. Больше. Он рисовал, он все умел. Вот им занимались. Он был абсолютно нормальным ребенком. Из него не делали вот овощи, как у двунят. Ну, предположим, как из Лизы. Из Лизы делали конкретно овощи. Сонь, Вы забрали Лизу... Сонь, подожди немножко. Вы Лизу забрали в каком возрасте? 4 я еще не было. Маленькая. А сейчас ей сколько? 14 будет. Лизе уже 14. Но они, дунятки, они дольше растут. вот Сережке 14 было. Да. В этом году он получил И паспорт. Сереже и Да. Лизе 14. Да, у Сережки было в марте, а у Лизи будет в октябре. Так, вот это... А вот это это вот Ваня. Ваня, который самый хулиганистый. Да вы что? Он был оказывается, очень такой- тихим, скромным мальчиком. У нас Лиз, лет, подвинься, наверное, Ваньку не видно. до 5. Иди к папе. К папе К иди. садику мы привыкали очень долго. В садике мы его оставляли, он потом Ваня, визжал. ну выйди. Собирался весь садик, потом привыкли. А Ваня. сейчас может за конфетку пойти с любым. Да, да. Ага, он Егорка идет. Иди сюда. Вот. Ну выйди. Ваня, сколько в семье? Вань, ну что ты? 2 ему не было. Ему Они из 12. первых, они больше. Ой, у тебя улыбка красивая. Он вам улыбнется. Почему вы вот по этому пути пошли? Ну, ребят, вы же могли еще родить тогда, Наташ. Ну, можно было успокоиться, сказать, все, рожу еще себе. Вот Не есть. получалось у нас. У нас разница даже с Елисеем и с Соней. 8 лет. Ага.
То есть здесь я уже даже все. То есть ты думала, что ты уже Да, найдешь? да. И вообще, когда ты открываешь базу, ты же начинаешь просматривать анкеты. По первому времени я не понимала. То есть я открыла базу, открыла первую страницу, мне понравился ребенок, я по нему звоню. Нету ребенка. Забрали. Да. На нем направление. Поэтому ты садишься, выписываешь целый листок себе. И когда звонишь, начинаешь их оттуда вычеркивать. И у нас осталось 4 ребенка. Вот как раз Лиза, Сережа, Матвей и Ваня. И мы договорились, что мы поедем как бы с ними познакомиться. Они были в разных уголках. Матвей с Сережей у нас были из Нижнего Новгорода. Они все кровные? Нет, никто не кровный. Лиза, она была с Московской области, с Лобни, а Ваня вообще с Тулы. Поэтому мы мотались в разные города. И, в принципе, все, мы на это больше не хотели. И Прошло сколько? Года 2, наверное, прошло. Мы как-то уже Продержались привыкли. 2 Да, года. мы не смотрели никого, мы знали, открывать нельзя. Да, И нам просто в один было прекрасный спокойно. момент позвонила опека и сказала, что есть новорожденная девочка, не хотите посмотреть? Новорожденный ребенок. Я говорю, сколько? 3 месяца. Не хотите посмотреть? И я говорю, нет. Наталья, она говорит, давай съездим. Я говорю, я понимаю, что это будет. Я говорю, ладно, давай. Мы приехали, посмотрели. А она была недоношена. Она родилась 966 грамм. Варя. Которая вот у нас девочка с ДЦП. Да, она была очень глубоко недоношена. 36 сантиметров. В принципе, я говорю, когда памперс меняли, вот так она помещалась. Она была очень На руку. маленькая, она не улыбалась. Мне дали ее на ручки. Ей было 3 месяца, она не держала голову, ничего. Но когда она ее взяла на руки, она Я подняла была на первой, нее голову. Кому она улыбнулась. И я сказала, что мы играем ее. Мы Я собрали просто- быстро все документы Да, и и торопили просто их с торопили. выпиской. Наташа, ты же понимала, да, какой это ребенок? То есть... Нет, мы не понимали. Мы узнали ДЦП только в год, когда я был. Для меня это был самый страшный диагноз. У моей бабушки, наверное, сестры был сын с ДЦП. И я ни при каких обстоятельствах не рассматривала. Ну, а так как я ее уже взяла на руки, и все, мы ее забрали. И уже сколько лет она с вами? Вот и ей. В ноябре. Так, вот расскажите про эту девушку в красивом зелено-желтом костюме. Это Варварочка. Это вот Да. Это наша лентяйка, которая очень хорошо стоит на коленях. ты же умеешь стоять, На да? коленях Умеешь великолепно. стоять? Беговой дорожке. Ходит на беговой Ты дороге. ходишь на беговой дорожке? У тебя получается? Тебе нравится? Молодец. Пытаемся ездить на велосипеде. А почему не ходишь? Не любишь? Устаешь? Не знаешь? Ленишься? Тренировать надо ни в какую ничего. И Научиться? требует у всех. Ей самой лень. И она всеми командует. Чему она уже, чему научилась? Что она может делать? Она все может делать. Она очень хорошо ленится. Да, и в принципе Она она... очень сообразительная. В принципе, Мы делали МРТ. она ходит на беговой дорожке. Да вы что? Да, Да. она ходит, она стоит в ходунках. Ну, просто Ее держится. сама держится и ходит по беговой дорожке. Она ездит на велосипеде. У нее специально мы ей купили велосипед. Он стоит в гараже. Но Мы ездим на реабилитацию. Больше уже не боитесь этого диагноза, Наташа? Или все Нет, равно вы тяжело? знаете, скорее Я его всего... не боюсь, я знаю, что с этим делать. Единственное, я могу сказать, что мы, конечно, упустили время. Я до года ждала, год, я ждала, что все-таки это Не ошибочно. Да, мы делали акцент на том, что ребенок был недоношен, поэтому была она маленько глубоко отстает в развитии. недоношенная. Она у нас начала пытаться садиться, наверное, месяцев 9, да? Да. Она была глубоко недоношена, она была маловесная, она отвратительно ела. Ее накормить было это вообще какая-то пытка. И я списывала на то, что она маленькая, она медленно развивается, плюс такая большая недоношенность. Что потом? Думала, что потом? Да. Но и после года нам ставят диагноз ДЦП. С ней было Дальше очень... нужно С ней было вот искать это единственный специалиста. ребенок, с которым было очень тяжело. Я вижу, как вы к ней... Она вам очень близка. Просто я Но это мы ее чувствуется. прям с самого маленького... Да, так я Это даже от в вас Инстаграме исходит, писала, прям что такое. это моя душа, которая перевернула всю мою жизнь просто с ног на голову, поменяла все мои ценности, все приоритеты. Но она вообще, конечно, внесла в нашу жизнь много чего. Чего я боялась, то мы и получили. Командует она всеми.
дома мальчишкам и Варя? девчонкам. Да, принесите мне это, принесите мне то, дайте мне это. Но я перестала. Ты умеешь командовать? И когда это ты перестала? 5 минут назад? Она не просит, она командует. Дайте, отнесите. А что ты им говоришь? Скажи, что ты мальчишкам говоришь? А? Дайте, пожалуйста, печенье. А если честно, Дайте, как ты пожалуйста. просишь? Она вот говорит, дайте, пожалуйста. Ну, конечно, сейчас мы будем и пожалуйста, и спасибо, да, и Так. добрый вечер. Да. Варя, а как ты обычно? Командуешь? Надо у мальчишек спросить. Дайте мне. Дайте мне, пожалуйста. Так, и получается, вот в это время у вас родилась Соня, да? Кажется, Варе вот в этот было 2 период годика, Варе да. было как раз. 2 годика Варе было, родилась Соня. Ну, Варе почти 8, 3 ей было. Где я? Ну, Но было-то ей 2. Ну, почти 3. Ну, да, родилась Соня. Тут вот неожиданно так получилось. Варя сразу к ней расположился. Она ее Варя очень ждала. Да, Варя ее ждала. И Варя очень переживала, что она не может встать, когда Соня ночью плачет, чтобы к ней бежать. Спали мы очень хорошо. А С одной стороны, дети у нас... сразу, вот они, когда появляется новый человечек какой-то, они как принимают друг друга? В принципе, адекватно. Они уже привыкли. Да, как будто этот человечек с нами. А что, Да. у нас была Лизка, который на тот момент особо ничего не понимал. Потом у нас приехал Матвей. Матвей, он вообще был шебутной, и он их всех вот так вот сразу заводил. Нет, То есть Ваню у них тоже какой-то мы свой привезли. микроклимат. Матвей, он у нас был самый первый. Матвей самый первый. Да. Ну почему ты? Сначала была Лиза, потом ты. Из мальчишек ты первый. Матвей, тебе сколько лет? 15 лет, ты уже такой взрослый. Ты в каком классе учишься? На семейном мы. А, на семейном обучении тоже? Почему мы на семейном, Матвей Да. Александрович? Скажи все. Вывели. Да ладно, можешь не говорить. Матвей, у тебя такие ресницы длинные. Да, глазки открой. У тебя, скажи, у тебя увлечение есть какое-то любимое? Чем любишь заниматься? Петь. Мама, не подсказывай. Не подсказывай, что Мама любишь? не лезет. Песни горланить? Ты еще, может, сейчас что-нибудь споешь? Запивай. Ладно, давайте, королева. Давай. Давай, а это у нас вторая, да, это тоже. Давай. Ну-ка, давай, запивать будем. Давайте. А мы вам какую хлопать-то? Давай. В огонь остатки чувств скоро. Пусть парится мне как дух. Только ты еще не станешь о том, как будешь громко смеяться потом. Мы вроде те же песни в твоем плейлисте, но уже не о нем. Ты будешь на берегу океана, смотреть, как звезды близко, с кем-то очень искренне. А пока кровоточат раны, давай еще по виске. Он твое небо, он твое море. Ты ему где ты? Он опять игнорит. Он звонит ночью из чужой ванны. Ты ответишь точно, все идет по плану. Ты кричишь от боли, что трещит динамик. Ты его хобби, он опять динамит. Снова жжешь нервы. Если так, что же? Лучше быть полной стервой, чем так себя уничтожить. О, вот это еще не да! Так, и дальше родилась Соня, а после вы опять. Потом случилось... Почему нельзя остановиться? Нет, а все. А мы остановились, Соня, мы остановились, и больше ничего. И наступил момент пандемии. Так. И было закрыты все вылеты. Они были открыты, но мы не летали, мы боялись. У нас же Варя ходила в садик. Мы ее возили в специализированный садик. Я ее привозил с утра до обеда. Потом ее забирал. Но как раз началась пандемия, и пришлось ее из садика забрать. И В Москве детям, пошел. И как-то мы сидели. 2 года мы никуда не летали. Скучно вам было? Мне было скучно, я сидел в компьютере, и мне на глаза попался пляж Беляус. В Крыму находится озеро Донузлав. Как говорит, сидела женщина, скучала. Да, сидела женщина, скучала, и я ей показываю. Смотря, она говорит, что ты меня своими Мальдивами дразнишь? Я говорю, Наташа, это не Мальдивы, это Крым. И тут я нахожу как раз, это был у нас 21 год, начало 21 года, я нахожу вот этот пляж. Она говорит, поехали. Мы захватывали. Все равно, говорит, и некуда ехать. А в Крым пускают, поехали. Море мы не видели давно. Да. Естественно, мы захватываем, Света была в Краснодаре, мы ее захватываем, плюс еще одна моя подружка была. Выпустили на свободу многодетную мать, вы же понимаете? Осталась с детьми моя мама и папа. Выпустили 3 одиноких девушек погулять у моря. Я-то спать ушел. Потому что гулять! я с Москвы ехал без установки, без спания, и поэтому я приехал и сказал, я пошел спать. А они пошли.
Море было прохладное, но им трем было все равно. Это понятно. Они купались. В море, да. И мы посмотрели Крым с другой стороны, потому что мы То есть вы ездили. влюбились в эту Мы поездку? ездили в Новофедоровку, поехали первый раз. Как бы мы просто поехали посмотреть за эти 3 дня. Это я поменяла полностью свое отношение. И дальше мы уже сюда мотались. Да, при районы. любом удобном случае. Эту территорию мы вообще не рассматривали. Но я хотела дом с большим садом, чтобы можно было заехать и жить. Потом мы ездили смотреть дома, все было не так, все было не то. Но мы очень, весь интернет шустрили. Авито, все это смотрели, Случайно попался выбирали. Потом мы не смотрели, мы смотрели дома, и в итоге мы решили, что мы купим землю и постепенно здесь построим домик, чтобы приезжать на лето, вывозить всех детей. Попался этот дом, я увидела эту можжевеловую рощу, когда мы приехали смотреть. Мне он не понравился вообще. Да, Сразу я сказал нет. Она была вся заросшая. Я сразу говорю: Лёня, вот если здесь все убрать, постелить, поставить качели, я говорю, будет вообще отлично. Я говорю, игровой То есть увидела сразу, да? И уже, в принципе, дальше можно было дома не смотреть. Но мы смотрели все равно. Дальше нет. Все было не то. И все. Переехали сюда. Мы купили. Да. Переехали. И я здесь Это у вас жил. было здесь сколько уже детей? Какая компания? 7, со своим 7. Семеро. А, 8. Сонька. Я была беременна Егоркой. Егорка, ты забеременела. Ой, вы, Да. конечно, Когда мы смешные переехали, очень. я уже его здесь рожала, была беременна Егоркой. В принципе, Ну и все, уже, ребят, уже можно было. Да, за полгода я подготовил полностью да, дом можно было. к переезду. Потом привезли Асю. Ася, ты в каком классе учишься? Закончила. Любишь учиться? Нравится? Ася учится хорошо. Хорошо учишься? 4-5. Молодец, молодец. Получается у тебя На танцы ходим. какой предмет тебе больше всех нравится? Но иногда, когда ленится, тройки получай. Какой? Математика нравится. О! Ой, нет. Технологии, рисование. А физкультура больше всех нравится? Да? Они с Соней выступали в этом году, они обе ходят на На танцы. сцене выступала? В прошлом, да, перед Новым годом у них был Не отчетный. боишься на сцене выступать? Чуть-чуть боялась. Волновалась? Не получится. Ну, Но она получилось? только пришла. Молодец. Это был, наверное, конец сентября. И А они еще сразу любит пошли проверять нервы и терпение. Так. Очень любит. Что, правда? Да это не про тебя говорят, мне кажется, нет? Ты про какую-то другую девочку. Мама наговаривает, мне кажется. Тоже да? чертенок живет. Нет, она же говорит, я маленький таракан. Да. Веселый таракан. Веселый таракан. Да, песенка у него была. из головы выскочил и прыгает. Вот это вот как раз Молодец, Ася, это первая молодец. девочка, которая появилась у нас в Крыму. В Крыму. Она откуда? Ася, ты откуда? Она здесь, рядом. Мы не хотели уже никого брать. Занял лодочь, нам ее, в общем, доставили домой. Как раз до этого я увидела Еву. Леня увидел девчонок. Нет, девчонки-то были уже Раньше ты позже. увидел, мы просто тянули, мы никак не могли. Да, сначала забрали Еву, а потом мы за привезли как девочку. раз Любу. Люба уже была, когда вы были. 1 июня Люба была. Нет, мы Как вы привезли их во всех Да. Любу мы уже привезли, нам ее отдали Да. сразу. Мы... Потом приехала Люба. Любанька у нас. Любанька. Ой, как я люблю это имя. Любаша. Любовь. У меня старшая дочь Любаша. У нас Любанька. было все хорошо, пока мы не пошли в школу. А что Да. со школой? А школа решила пожалеть бедную сиротку. А учиться мы не хотим. А Люба решила этим воспользоваться. Хотите? Ну и, естественно, понеслось. Но ей и так давалась тяжело учеба. В принципе, у нее должна быть программа коррекции. Ну, а там она вообще перестала. Мы только жаловались и били на жалость. И школа нас очень сильно жалела. Ну, в итоге мы сейчас с мамой на семейном обучении, да? Ну, с мамой полегче? Нет, я учиться заставляю. С мамой тяжелее учиться дома. Матвей тоже. Матвей предупреждали про поведение. Я, он все Елисею Леонидовичу грожу, что он меня достанет, я его посажу на семейное обучение. А я сказал, что я уйду из дома. Подождите, если объясните, вот как семейное обучение? Все же разные возраста. У вас график уроков или как? Нет, я сажаю, большие же могут сами делать. тему. Да, даю задание, объясняю, большие могут сами делать. А, ну вот с маленькими, с Лизой, с Ульяной, с Евой я сижу. С Варей сижу, потому что мы пойдем в 1 класс, она тоже на семейном, я не отдам ее в школу.
А кто может самостоятельно, они самостоятельно делают, потом проверяю. То есть даете задание, они его выполняют. Да. Устные предметы, естественно, они учат так же, как в школе, и рассказывают. Ну, Люба у нас Вот сейчас, всегда выполняет. да, сейчас, по крайней мере, Люба начала читать, у нее и чтение стало лучше. Ну, семейное обучение в чем плюс? Они могут и летом заниматься. Вот потом приехала Таня, Да. потому что Таня сдавала экзамен. А Таня у нас тоже ушла из 10 Танюш, тебе сколько лет? Мне 16. Мы пошли в 10 класс. И мы такие, заберите меня со школы. В этом году будем поступать. Я хотела, чтобы она пошла в 10, закончила 10, 11 и пошла в институт. А куда хочешь поступать? Ну, на повара-кондитера. А потом нам дали мальчишек, 2 братьев, потому что старшего некуда было. Ему оставалось полгода Да, до 18 лет, школу он закончил, ему надо было идти в феврале. Ему надо было идти в училище. Куда его девать? Девать некуда. И 13-летний брат. Сказали, что старший абсолютно спокойный мальчик, а вот 13-летний, он шебутной. Со старшим, конечно, пришлось Повоевать все-таки. Это сколько всего сейчас детей у вас? Нет, он было 15, сейчас 14. Ему 18 лет, он ушел к маме. К маме. Ну, здесь очень маленький промежуток времени прошел. Меньше, чем полгода. А брат не общается ни с ним, ни с мамой. Ему отсюда он никуда. Ну, конечно, больше промежуток времени, а за что тут за 4 месяца мы ему никто. Ася, Матвей тоже научился печь. Тоже умеете? Да, все учатся потихоньку. Так, кто еще? А кто вот этот красавчик сидит? Это кто? Это соседний мальчик. Пришел к нам в гости. Не знаем, как избавиться. Тебя как зовут, сосед? Елисей. Ты самый старший, да? Но он не самый старший, он, получается, наш. Ваш кровный. старший. Кровный, самый кровный старший у нас старший. Таня, если да. из детей. Я понимаю, кровный старший, Да. да? Первый, В так этом скажем. ужасе ты дольше всех живешь. Я ему обычно говорю, что мы его 13 лет назад украли у цыган. В этом году вернем. Елисей, вот скажи, Елисей, давай. Скажи, дорогой, вот каково это жить в такой большой семье? Сложно. Сложно? Как ты находишь общий язык со всеми, скажи? Как-то. Так, кто ближе, с кем дружишь? Серым. Посади. Это кто такой Сер? Может, Сергей? Сергей, вот, да? Сейчас вот смотрят, опять же, да, зрители говорят, да они набирают этих детей, это уже Ради денег. маленький, это мини-детский дом. А чем он отличается от детского дома? Чем? Тем, что у детей есть мама и папа, они знают, что за них заступятся, решат их проблемы, им помогут. Они видят одни и те же лица. Они не видят сменный персонал. За них порвут, они нужны. Они это уже проходили, знают, и в школе это было, на детской площадке, что Знают, было. да, что мама с папой за них уничтожит весь мир, скажем так, если детей будут обижать. Ради денег это все? Я вас умоляю, нам вот, например, 2-й месяц зарплату не дают. Да. И пособие. Потому что в администрации проблемы. Форма устройства у вас приемная семья? Да, приемная семья. Приемная семья. Правильно. Но вообще на детях можно заработать? Можно. При желании можно. При желании Но на наших детях невозможно, потому что наши дети, во-первых, они едят, можно сказать, чуть не красную икру ложками. во-вторых, у них Они много как саранча, они метелят Она все. любит, чтобы у детей было много. У нас даже органы опеки удивляются тому, сколько мы тратим денег на продукты и сколько мы им покупаем. Они видели не единожды, как мы им и сколько они кушают, допустим, завтрак, обед, ужин, Ну, сколько у них понятно, в тарелке. Ну, а плюс я еще больна на шопинг не для себя. Даже Да, если я дети у поеду, вас что... просто все Если мы сволочи. вам откроем наш Валберес и посмотрите выкуп за 2 года, Вы испугаетесь, да? вы испугаетесь. А вот в понятие заработать на детях, как можно заработать? Но если Куда тратить эти деньги? Просто объясните. Вот если, вот много детей, вы даже вот заработали какие-то деньги, большие, например. И дальше что с этим делать? Мы не знаем, у нас такого нету. Мы живем в кредит. Да. Вот, например, дети... У меня была маленькая машинка, которую я очень любила. Дети начали, хотим с тобой, хотим с тобой. А куда их сажать? Куда их сажать, если машина на 5 месяцев? Себе же на голову я не... Да. Но мы пошли, в итоге взяли машину. Вот, то есть вот можно машину... Ну, в кредит.
Машину большую можно. Я хочу большую детскую площадку у меня вот в мечтах. Мы хотим ремонт сделать. Но это вот пока, так как приходится вот, ну, как бы вот так вот по чуть-чуть откладывать и вырывать, то это все дело растягивается. Слушайте, ну это же хорошо, если у нас приемные родители будут получать хорошие, ну, нормальные деньги, чтобы жить. Чтобы... Нет, я вам хочу сказать, получаем, в принципе, мы не жалуемся, получаем неплохо. Но их у нас нету, потому что мы к ним относимся ровно. Мы пытались пару раз покопить, мы не можем. Ну, во-первых, ну как То есть у вас нет цели заработать? Нет. Так, вот сейчас пошла клубника. Цель есть, но Да. она уходит. Пошла клубника. Я же не могу им привезти, грубо говоря, 1 ящик. Я возьму 3 ящика. Так, чтобы они у меня наелись, и как было все года, я открываю багаж. Опять клубника. Вот когда вот опять клубника, все, слава богу, с клубникой мы закончили. Да. Дальше начинается там черешня, персики, помидоры, вот эти вот огурцы. Когда, ой, давно шашлычка не было. Я говорю, правда, на прошлые выходные жарили? Нет, а кто, подождите, кто готовит? Ну, из детей готовят большие. Дуня-то не Как у вас готовит. выстроен график? График у нас Как? дома на Конечно. кухне график. Вот сейчас вы покажете, тогда Да, у нас расскажете. Сейчас график. пойдем. Это У нас большие уборка самые 2-го этажа, уборка 1-го этажа, уборка санузлов, да, уход за кошками, собаками. У них все То есть распределено. Да. Кто готовит, кто убирает кухню. Расписание, вот сейчас нам... да, вот. Что там по расписанию? Кто сегодня дежурит? сегодня что за день? Четверг, да. Матвей, или Таня. Они выполняют все это по графику? Ой, я вас Нет. умоляю. Нет. Они его сами написали и сами же его и не соблюдают. Ага. Сами писали, ты его писал. Причем, составляли-то. да, причем, Вы ж когда делили? наводим генеральную уборку, делаем все вместе, я говорю, вот объясните мне, почему вам не жалко свой собственный труд, Елисей, когда извини, чистоту девчонка, можно просто дайте нам пообщаться. поддерживать. Да, Сережа. да. А зачем я поддерживаю? Проще намусорить? Я сейчас открою, иди, Сережа. Но они в основном все равно все на улице, дети, вот сейчас. Ну, лето. это сейчас лето, да. Они лето уходят сразу на улицу. На улице. Ну, у нас игровой домик на улице специально для них. Сейчас мы сделаем гардеробную в 4-м домике и хотим им сделать из игрового домика в соседний домик проход, поставить там диван, повесить кондиционер, телевизор, ну, чтобы было место для отдыха. Чтобы летом их не было дома вообще. Самое сложное в профессии, я вот именно так, потому что это все-таки профессия приемного родителя. Что? Принять чужого ребенка в семью с его всеми недостатками, с какими-то проблемами, заболеваниями. Вот если ты ребенка в семью не примешь, то в принципе... Даже не в семью, в душу. Ну, в душу, да. Да, ребенок должен все равно стать своим. Последний вопрос, ребят. Полюбить чужого ребенка. Ну, здесь самое главное, не нужно себя насиловать. Дать себе право не любить. А вы знаете, я так, наверное, скажу. И Это так- невозможно сказать. Это у каждого свое. Но, да, и самое Каждый главное, индивидуален. Вот многие мне пишут, я не могу полюбить. Да не надо. Ну, как можно полюбить? Да, пускай это ребенок, но это человек. Ты же не можешь поймать человека на улице и заставить себя полюбить. Надо просто расслабиться. Это придет со временем. Ну, и ни в коем случае себя не насиловать. Если ты не можешь, то, ну, как, не надо, вот я должна, как многие берут детей, я должна его полюбить. Да никому ты ничего не должна. Мы очень долго привыкали к Ульяне. В плане ее запаха. Да. Она очень маленькая, она пахла как старая бабушка. Потому что она до сих пор бывает. А у нее язык большой, она его достает и начинает себя вылизывать полностью. Она Лижет. достает И она зубы. начинает пахнуть как старая бабушка. Мы когда первый раз увидели, она еще его достает, и он у нее прям такой острый, как у змеи. Сейчас мы привыкли. Уже все, это уже наше. Привыкли. Да. Первое время Уже было ваш тяжело. язык. Да. Нет, я имею в виду к запаху. Да к я запаху. про запах. И многие, еще хочу сказать, многие, когда идут в приемство, они считают, что они этим спасают кого-то, что вот они подарят свою любовь и заиграют мир розовыми глазками. Нет. Это никому еще, ни к чему хорошему не привело. Обычно только к возвратам. Вот эта миссия «Я спасу», мы не спасаем, мы живем с ними. Мы живем ими, а они живут нами. У нас нет миссии спасти. Нет, ни в коем разе мы их не... Ну вот вообще ни в коем разе. И это здорово. А когда есть такая миссия, ой, я спасу сейчас сирот. Да не сиротки. Не сиротки. Люди. Да.
Я очень счастлива, что Ева нашла свою семью. И мне очень хочется, чтобы все дети из детских домов нашли своих маму и папу. И я сделаю все возможное, чтобы это действительно случилось. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставайтесь такими же неравнодушными.